Глава 29. Сэлянь как бы невзначай шагнул вперед, тем самым оказавшись перед Сань Ланом, и ответил. О своем статусе я осведомлен лучше остальных. Фуя не унимался. Тогда почему ты все еще осмеливаешься стоять с ним рядом? Сэлянь честно ответил. Потому что пока я рядом с ним, змеи меня не покусают. Услышав подобный ответ, Сань Лан так и прыснул со смеху. Лицо Фуя сделалось еще темнее, он прошипел. Ах ты потом еще темнее, и еще, как вдруг и вовсе стало сплошного черного цвета. И не только лицо Фуя, а вообще все перед глазами Сэляня окрасилось черным. Это случилось потому, что стена огня, которую пару мгновений назад сотворил Фуя, а также огненный шар, который он зажег, чтобы озарить дно ямы, внезапно, без какого-либо предупреждения погасли. Во тьме Сэлянь уловил, как хохотнул Сань Лан. Затем юноша бросил «никчемное создание», и принц ощутил, как его притянули за плечи. После Сэлянь услышал над ними частый и яростный стук, словно капли сильного ливня били по поверхности зонта. Разумеется, это бешеным потоком вниз полетели фиолетово-красные змеи, которых теперь ничто не сдерживало. Но над принцем оказался раскрыт зонт, который уберег его от дождя из змей. Сэлянь услышал сильный запах крови и уже собрался действовать, как Сань Лан обратился к нему. «Не двигайся, эти твари не настолько слепы, чтобы осмелиться приблизиться». Голос юноши звучал уверенно. Первая фраза казалась тихой и мягкой, во второй же прибавилась малая толика высокомерия. Сэлянь вначале и не думал волноваться, но потом услышал со стороны Фуя гневный крик, по всей видимости, беднягу оросило змеиным дождем с головы до ног. Принц позвал. «Сань Лан». Сань Лан ответил без промедления. «Нет необходимости». Сэлянь, сам не зная, как реагировать, произнес. «Как ты узнал, что я хотел сказать?» Сань Лан, просто не волнуйся ни о чем. Он же не умрет. Внезапно где-то в стороне от них раздался крик. «Бань Юэ, хочешь моей смерти, так прикажи им скорее укусить меня и избавить от страданий». Так ведь никуда не годится. Бань Юэ ответила. «Это не я. По всей видимости, Кэмо пришел в себя и обнаружил, что плывет в потоке бесчисленных скользких тварей. Поэтому наверняка решил, что это дело рук Бань Юэ». Сэлянь воскликнул. «Фуя, ты можешь снова зажечь огонь. Сотвори еще сгусток пламени». Фуя сквозь сжатые зубы простонал. «Это создание рядом с тобой подавляет мою магическую силу, он не дает мне разжечь огонь». Сердце Сэляня ухнуло вниз, однако Сань Лан возразил. «Я этого не делал, Сэлянь, я знаю, что это не ты. Это как раз и странно. Бань Ю и Кэмо скованы веревкой божественного плетения, они не в силах применить магию. Я истратил магические силы без остатка. И если ты не воздействовал на него, тогда это может означать лишь одно, на дне ямы находится кто-то шестой. Фуя, у тебя рассудок совсем помутился. Откуда здесь кто-то шестой? Больше ведь никто не спускался сюда». Неожиданно послышался возглас Бань Юэ. «Кто это? Сэлянь, Бань Юэ, что с тобой? К тебе кто-то приблизился. Бань Юэ, кто-то». На этой фразе голос девушки затих. Сэлянь позвал. «Бань Юэ». Фуя все еще пытался отбиться от падающих змей, поэтому в непроглядной тьме то и дело вспыхивали и пропадали белые сгустки света. Фуя крикнул. «Берегись, она использует эту уловку, чтобы подобраться к тебе». Сэлянь возразил. «Вовсе не обязательно, нужно ее спасти». С этими словами он хотел было ворваться в стену дождя из змей, но тут Сань Лан произнес где-то над ухом. «Хорошо». Сэлянь только и успел понять, что Сань Лан покрепче обнял его за плечи, а в следующий миг вместе с ним стремительно ринулся вперед. Принц внезапно осознал, юноша, в одной руке сжимая зонт, другой прижимая к себе его самого, пошел в наступление. В темноте сверкнула серебристая вспышка, раздался мелодичный звон, как вдруг слух резануло пронзительным лязгом двух лезвий, столкнувшихся друг с другом. Сань Лан, сперва удивленно вздохнув, добавил. «А здесь и впрямь есть кое-кто еще». Забавно, неизвестно, каким образом и каким оружием он управлял, но в данный момент это самое оружие вступило в бой с кем-то лицом к лицу.
Противник не проронил ни звука, но Сэлянь услышал свист воздуха, рассекаемого острым лезвием, по всей видимости, их снова атаковали. Время от времени во тьме мерцали яркие искры, которые в следующий же миг исчезали, не позволяя разглядеть лица того, кто сражался против них. Сэлянь, внимательно прислушиваясь к звукам битвы, громко спросил: «Бань Юэ, ты все еще в сознании? Можешь откликнуться?» Никто не ответил на зов. Фуя воскликнул: «Возможно, она и есть тот незнакомец, с которым вы сражаетесь». Сэлянь возразил: «Нет, это не может быть Бань Юэ». Сражаясь точно в такой же темноте с Кэмо, Сань Лан двигался легко и непринужденно, словно играл с ним. Теперь же он стал немного серьезнее. Боевые навыки противника оказались поразительны, он весьма мастерски обращался с оружием, а Бань Юэ была худенькой и хрупкой. При одном только взгляде на ее руки становилось ясно, применение физической силы и владение оружием не являлось ее главным преимуществом, поэтому противником Сань Лана не могла быть она. Но тогда кто этот неизвестный? И в какой момент он очутился здесь? Фуя, эта девушка, что предала собственное государство, ничем не лучше генеральши Сюань Цзэи. С какой стати ты вдруг стал ей доверять? Сэлянь, Фуя, не мог бы ты умерить немного свой пыл? Тебе постой, что ты сказал? Фуя, отбросив от себя еще клубок скорпионовых змей, повторил. Я спрашиваю, с какой стати ты вдруг стал ей доверять? Равно как и тому созданию рядом с тобой. Сэлянь прервал его. Нет, я не о том ты упомянул Сюань Цзэи. Ты ведь ее упомянул, верно? И что с того? Она ведь здесь совершенно ни при чем. Сэлянь задержал дыхание, а через миг раздался его голос. Довольно сражений, нет нужды больше прятаться. Я знаю, кто ты. Однако лязг оружия ни на мгновение не стих, противник остался безучастен к словам принца. Сэлянь, впрочем, не спешил. Он произнес: «Ты думаешь, я хочу обмануть тебя, говоря, что знаю, кто ты?» Младший генерал Пэй. Фуя потрясенно переспросил: «С кем ты разговариваешь?» Младший генерал Пэй. «Да ты, никак, разумом тронулся. В каком статусе находится младший генерал Пэй? Стоит ему спуститься в мир людей, об этом узнают все». Сэлянь ответил: «Ты верно говоришь, но что если здесь находится не его истинное воплощение?» Звон холодного оружия в темноте на миг затих, но тут же возобновился. Сэлянь произнес: «Я слишком поздно заметил. На самом деле, я должен был догадаться с самого начала. Я знал, что в последние 200 лет в крепости Баньюэ непрестанно бесчинствует неизвестная сущность. При этом ни один небожитель ни разу не пытался разобраться в этой проблеме, никто даже не желал об этом упоминать. А значит, наверняка кто-то, кого все остальные опасаются разгневать, пытался таким образом что-то скрыть. Но поскольку я пока не слишком хорошо знаком с нынешним пантеоном Верхних Небес, я не решился строить беспочвенные догадки, просто не хватило смелости предположить, кто же может быть этим небожителем. И лишь Фуя, упомянув демонессу Сюань Цзэи, напомнил принцу одну вещь. Вспомнив о Сюань Цзэи, невозможно было не подумать о двух генералах под фамильным знаком Пэй, что владеют северными территориями. А Фуя как-то обмолвился, что вознесению младшего генерала Пэя предшествовало одно событие – истребление города. Какой же город он истребил? Вполне возможно, что именно древний город государства Баньюэ. Подобные случаи не считались редкостью для небожителей Верхних Небес. Кому удавалось стать героем, не пролив ни капли крови. И все же, поскольку истребление города – поступок не слишком благочестивый, распространение слухов о нем в народе неизбежно негативно скажется на привлечении новых последователей. Поэтому небожители после Вознесения предпочитали скрыть или же приукрасить подобное деяние. И хотя остальным небожителям все было известно, никто не желал вникать в подробности. Ведь если между ними нет непримиримой вражды или желания напакостить другому, зачем копаться в чужом прошлом и навлекать на себя гнев покровителя, который стоит за спиной небожителя, вознесшегося таким образом? Сэлянь медленно проговорил, лицо в земле обмолвилось, что среди нас есть тот, кого оно видело около 5-6 десятков лет тому назад. Я усомнился в его словах, поскольку считал, что так оно пыталось приманить нас поближе.
Но, возможно, оно действительно говорило правду. Ранее, когда мы были все вместе, я больше всего подозревал именно тебя. Караван шел за тобой, и ты мог привести их куда угодно. Прожив несколько лет в государстве Баньюэ, я ни разу не встречал скорпионовых змей, а вы, всего лишь отыскав место, чтобы спрятаться от песчаной бури, весьма удачно наткнулись на этих редких ядовитых тварей. Когда я попросил тебя отправиться с нами на поиски травы Шань-Юэ, перед отправкой ты намеренно указал остальным путь, объяснил, как добраться до древнего города Баньюэ, чтобы торговцы, не дождавшись нас, могли сами двинуться в дорогу. Только что, на краю ямы грешников, я весьма ясно выразился, сказав, что в случае чего пойду первым. Но ты, все время до этого сохранявший спокойствие, внезапно спрыгнул вниз, вне всякого сомнения, отправившись на верную смерть. Помолчав, Сэлянь добавил: «Ты вел себя столь странно, всюду допуская шаги, лишенные логики, а я все равно лишь сейчас понял, кто ты. Весьма несвоевременно, не находишь? Младший генерал Пэй, или мне следует называть тебя нынешним именем? А Джао». Все звуки внезапно прекратились, воцарилась мертвая тишина. Лишь спустя какое-то время раздался холодный голос. «А не думал ли ты, что лицо в земле, возможно, говорило о юноше в красном, что пришел с тобой?» После этих слов на дне ямы грешников внезапно разгорелась яркая вспышка пламени. Свет ее озарил две кроваво-красных фигуры, стоящих друг напротив друга. Одной фигурой был Сань Лан в красных одеждах, который уже успел убрать оружие и просто спокойно стоял на месте. Другой фигурой оказался юноша в простой холщовой рубахе, который все еще держал перед собой меч, не собираясь его опускать. Молодой человек с ног до головы был покрыт кровью, так что казалось, что он тоже одет в красное. Лицо его выглядело холодным и мрачным, на плече висело чье-то тело. Это действительно был юноша по имени Аджао. В самом деле, выражение лиц обоих младшего генерала Пэя в истинном воплощении и юноши Аджао выглядели безразличными ко всему, без каких-либо эмоций или изменений, хладнокровными сверх меры. Но Сэлянь вовсе не поэтому связал этих двоих воедино. На его плече висела Бань Юэ. Наверняка он натравил на них змей, чтобы воспользоваться всеобщим замешательством и забрать девушку. Но теперь, когда личность его раскрылась, не было нужды в создании излишнего беспорядка. Поэтому змеи, ползающие по земле и падающие с неба, перестали зверствовать. А Джао одной рукой убрал меч, а другой положил Бань Юэ на землю. Кэмо, ничего не понимая, произнес: «Ты кто такой? Ты же умер, свалившись в яму». А Джао не удостоил Кэмо даже взглядом, по-прежнему не отводя глаз от Сань Лана. Только бросил ему на языке Баньюэ: «Кэмо, ты в самом деле нисколько не изменился даже спустя несколько сотен лет». Этот голос, такой ровный и спокойный, что безмерно раздражал слушателя, был настолько хорошо знаком Кэмо, что на его смуглом лице моментально вспыхнул затмевающий все остальное гнев. «Ты, Пэйсу». Если бы Кэмо не сдерживала веревка божественного плетения, он бы точно набросился на юношу, не боясь погибнуть. Сэлянь произнес: «Младший генерал Пэй, скорпионовые змеи слушают приказы не только одного хозяина. Те змеи, что по словам Бань Юэ перестали слушаться ее и отправились охотиться на людей, находятся под твоим контролем, верно?» Пэйсу признал это довольно искренне. «Да, под моим, Сэлянь. Бань Юэ научила тебя, как отдавать приказы змеям». Пэйсу: «Нет, я прекрасно обучился этому сам, глядя на то, как она ими управляет». Сэлянь: «Младший генерал Пэй, вы действительно умны сверх меры». Помолчав, принц добавил: «Когда вы познакомились? И как это произошло?» Пэйсу вместо ответа посмотрел на Сэляня и произнес: «Генерал Хуа». Сэлянь озадаченно спросил: «Почему и ты обращаешься ко мне подобным образом?» Пэйсу бесстрастно ответил: «Вы не узнали меня, генерал Хуа». Сэлянь вспомнил. Ранее его уже посещали воспоминания о том, что в детстве Бань Юэ не признавали другие дети народа Баньюэ, и лишь один юноша из государства Юнань иногда заботился о девочке. Так же, как и она, тот юноша был неразговорчив. Немало детей в приграничной местности являлись отпрысками воинов, охраняющих границы, а когда вырастали, в большинстве своем тоже вступали в ряды войска. Неужели Сэлянь воскликнул: «Это ты?
Ну надо же, я вспомнил лишь сейчас. Пэйсу кивнул в ответ, это я. И я тоже вспомнил вас лишь сейчас, генерал. Неудивительно. Оказывается, Бань Юй и предводитель вражеской армии познакомились так давно. Сэлянь спросил, это правда, что Бань Юй открыла городские ворота по твоему указанию? Кэмо сплюнул на землю и заорал. Развяжите веревки, дайте мне сразиться на смерть с этим подлецом Пэйсу. Пэйсу ледяным тоном ответил. Во-первых, мы уже сражались в смертельной схватке 200 лет назад, и ты тогда проиграл мне. Во-вторых, позволь узнать, почему ты считаешь меня подлецом. Кэмо ответил, если бы вы двое не сговорились нанести удар изнутри и снаружи, разве мы проиграли бы битву? Пэйсу возразил, Кэмо, перестань отказываться признать очевидное. Тогда я привел с собой лишь 2000, но все же прорыв через городские ворота для меня был лишь вопросом времени. Сэлянь, не сдержавшись, выпалил. Постой, под твоим командованием находилось всего-то 2000, и тебя отправили на битву с целым государством. О чем ты думал, это разве не поход на верную смерть? Неужели тебя среди твоего войска притесняли еще хуже моего? Пэйсу не ответил. Видимо, принц попал в самую точку. Сэлянь продолжил. Но если ты мог победить, не прилагая особых усилий, для чего тебе понадобилась помощь Бань Юя в открытии ворот? Пэйсу ответил. Потому что я должен был истребить город. Сэлянь переспросил. Что это значит? Ведь победа была близка, для чего непременно нужно было истреблять город? Пэйсу. Город необходимо было уничтожить именно потому, что наша победа была близка. И кроме того, как можно скорее, моментально, никого не щадя. Фраза «никого не щадя» прозвучала зловеще. Сэлянь спросил, и причиной тому, Пэйсу начал объяснять. В ночь перед атакой на город вожди множества кланов народа Баньюэ созвали всеобщий сбор, на котором тайно договорились совершить кое-что. Что именно? Пэйсу. Народ Баньюэ от природы свирепый и воинственный, к тому же они питали особую ненависть к государству Юнань. Даже зная, что вскоре их настигнет поражение, они не желали этого признавать. Все государство Баньюэ, мужчины и женщины, стар и млад, сделали необходимые приготовления, чтобы в самые короткие сроки изготовить партию кое-какого вещества. Сэлянь уже смутно догадывался, что это было. И когда Пэйсу буквально выплюнул это слово, догадка принца подтвердилась. Взрывчатка. Пэйсу очеканил каждое слово, каждую фразу. Они задумали, в случае падения города, снарядить каждого из мирных жителей государства Баньюэ взрывчаткой. Чтобы затем люди рассредоточились и сбежали из города, после чего проникли в Юнань, намеренно смешались с толпой там, где людей побольше, и нашли момент для подрыва. И пускай сами они погибнут, все же заберут с собой еще больше жизней народа Юнань. Пускай государство их пало, они поклялись нарушить покой народа, который уничтожил их родину. Поэтому необходимо было истребить всех разом, пока еще мирные жители не успели покинуть город. Сэлянь развернулся в сторону Кэмо. Это правда. Кэмо, даже не думая отпираться, ответил. Правда. Услышав ответ, Саньлан приподнял бровь и проговорил. Жестоко, жестоко. Он сказал это на языке Баньюэ, и Кэмо в гневе воскликнул. Жестоко. Какое вы имеете право называть нас жестокими? Если бы вы первыми не напали на нас, разве мы пошли бы на столь отчаянный шаг? Вы уничтожили нас, мы жаждали мести, что здесь неправильного. Пэйсу возразил, если это в действительности так, почему бы нам не начать почет с самого начала? Сколько раз народ Баньюэ на границе затевал беспричинные сражения? Сколько караванов и путешественников из государства Юнань вы злонамеренно задержали от прохода на запад? Вы прекрасно знали, что на ваших дорогах устраиваются облавы на людей из Юнань, конные разбойники перекрывали путь, грабили и убивали невинных, а вы все равно усердно выгораживали их. А когда государство Юнань отправило отряд, чтобы окружить и уничтожить злодеев, вы убили всех наших воинов без остатка, оправдываясь вторжением на ваши территории. Разве это не жестоко? Говорил юноша довольно размеренно, тон голоса был ровным, но при этом в каждом слове слышалась резкость. Кэмо произнес, но ведь это вы первыми силой присвоили себе наши земли, поэтому мы отвечали ударом на удар. Пэйсу,
Граница между двумя государствами не была определена изначально. Как можно рассуждать, что кто-то присвоил земли силой? Кэмо, обе стороны давно разделили свои владения, а вы наплевали на договоренности. Пэйсу, это лишь ваше государство признало подобное разделение, но признал ли его народ Юнань? Что представляло из себя так называемое разделение? Вся пустыня достается нам, а все оазисы – вам. Тебе самому не смешно. Кэмо гневно проревел. Оазисы изначально нам и принадлежали. Многие поколения предков народа Баньюэ родились и выросли в этих оазисах. Каждый из спорящих настаивал на своем, и только слушая, как они припираются, Сэлянь ощутил, будто бы голова распухла вдвое. Стоило принцу вспомнить день, когда 200 лет назад его зажали между двумя армиями и избили до синяков и кровоподтеков, как тут же Сэлиню показалось, что лицо снова начало болеть. Пэйсу, прекратив обращать внимание на Кэмо, повернулся к Сэлиню. Ну вот, посмотри сам. Многие вещи в этом мире невозможно решить в споре. Остается только биться. Сэлянь ответил, я согласен с первой фразой. Саньлан же заметил, я согласен со второй. Кэмо, немного умерив свой гнев, вдруг сказал, большинство людей Юнань не имеют ни стыда, ни совести. А ты, самый бесстыжий из всех, кого мне доводилось встречать. Пэйсу, ты бессердечный человек. Ты убил нас вовсе не ради своего государства и даже не ради спасения своего народа. Услышав его, Пэйсу замолчал. Кэмо продолжил. Ты, отпрыск ссыльного преступника, презираемый всеми, из кожи вон лез, чтобы выиграть ту битву лишь с одной целью – занять устойчивое положение в армии Юнань и подниматься дальше наверх. Плачевна судьба Бань Юэ, ведь она считала тебя хорошим, а ты использовал ее. Это из-за тебя она предала нас. Сэлянь спросил, но разве младший генерал Пэй не потомок генерала Пэя? С покровительством столь прославленного предка не было нужды идти на подобный шаг. Саньлан ответил, он ведь не является наследником генерала Пэя по прямой линии, а всего лишь потомок по невесть какой по счету боковой ветви. Так вот оно что. Это означало, что если бы он не вознесся впоследствии, то и никогда не получил бы шанса добиться покровительства предка. Пэйсу безразлично произнес, Бань Юэ с самого начала была моей подчиненной. Она лишь затаилась в государстве Бань Юэ по моему приказу. Будучи полукровкой, она избрала сторону, которой и осталась верна, ни о каком предательстве речи не идет. Народ Бань Юэ утаил коварный замысел. Я не сожалею о содеянном, это была заслуженная кара. Неожиданно сверху раздался крик. Красивые слова о заслуженной каре. Ну а что насчет тех путников, которых ты все эти годы заманивал в крепость Баньюэ, и которые лишились жизни на дне этой ямы? Осмелишься ли о них сказать, что не сожалеешь о содеянном, что они это заслужили? Голос раздавался над головами всех присутствующих. Сэлянь немедля посмотрел наверх и прокричал. С каким выдающимся мастером имею честь? Ответа не последовало, лишь послышался странный звук. Громкий свист и вой, словно бушевал ураган. Когда звук приблизился, Сэлянь, наконец, убедился, это действительно был рев урагана. Мощный порыв ветра застал их врасплох и оказался столь яростным, что Сэлянь не успел понять, что происходит, когда его уже оторвало от земли и подняло в воздух. Этот внезапно налетевший ураган сверху опустился прямо на дно ямы грешников, и тут же унес с собой всех, кто там находился. Сэлянь крепко схватился за стоявшего ближе всех Саньлана и крикнул. «Берегись!» Саньлан в свою очередь схватился за него с неизменным выражением лица. Сэлянь ощутил, как перед глазами все завертелось, и его стремительно подбросило в воздух, после чего они зависли на мгновение и начали опускаться вниз. Принц торопливо выбросил вперед Жая, несмотря на критичность ситуации, мягко приговаривая. «Ну все, уже все закончилось, давай, милая Жая, помоги нам спастись». Он погладил ленту несколько раз, и Жая наконец подчинилась. Однако кругом оказалось пусто, ни травинки, кроме громадной ямы грешников схватиться больше ни за что. Жая сделала круг и беспомощно вернулась к принцу. Поэтому Сэлиню пришлось самому корректировать положение для мягкого приземления. Ранее в такой же ситуации он скорее всего сверзился бы вниз головой и
Воткнулся в землю на 3 чи, но на этот раз в момент приземления Сань Лан мягко поддержал его, так что Сэлянь уверенно ступил на землю. Принцу даже показалось немного невероятным, когда сапоги устойчиво коснулись земли. Однако потрясение вскоре ослабло, ему на смену пришло другое. Едва оказавшись на земле, принц увидел, что к ним нетвердой походкой приближается чья-то фигура. Сэлянь, приглядевшись, даже немного обрадовался и воскликнул. Нань Фэн, это действительно оказался Нань Фэн. Вот только весьма потрепанный Нань Фэн. Он выглядел так, словно десяток раз извалился в грязи, а затем его бросили переночевать в стойбище скота, где по нему еще и потоптались. Одежда на юноше была изодрана в клочья и выглядела весьма плачевно. Услышав оклик Сэляня, он лишь махнул принцу рукой, молча провел ладонью по лицу, но так ничего и не сказал. Сэлянь поддержал его под руку и спросил, что с тобой стряслось, тебя что, избили те девушки? Он не договорил, когда увидел, что за спиной Нань Фэна показались две приближающиеся к ним фигуры. Одной из них оказалась та самая заклинательница в белых одеждах с метелкой из конского волоса в руке. Лучезарно улыбаясь, она поприветствовала Сэляня. «Здравствуйте, ваше высочество наследный принц». Даже не будучи осведомленным, кто перед ним, Сэлянь должен был ответить на приветствие. Принц не знал, как обращаться к собеседнице, и потому, улыбаясь так же лучезарно, помахал рукой со словами. «Приветствую друга на тропе самосовершенствования». А спутница-заклинательница, одетая в черное, лишь наградила его холодным взглядом, не удостоив вниманием. Лишь поглядев на Сань Лана, она замерла, словно сочла юношу крайне подозрительным, и потому на пару мгновений замедлила шаг. Порыв налетевшего ветра вынес всех, кто находился на дне ямы, наверх. Две незнакомки, прошествовав мимо Сэляня, направились прямо к Пэйсу. Тот, посмотрев на девушек, не выказал удивления, ведь еще притворяясь Аджао, Пэйсу уже видел их в городе. Он упал на колени, склонив голову перед заклинательницей в белом, и тихо произнес. «Ваше превосходительство, повелитель ветров». Услышав эти 4 слова, Сэлянь остолбенел. А ведь он все это время считал, что это неизвестно откуда взявшиеся оборотни-обольстительницы. Откуда ему было знать, что одна из женщин – небожитель верхних небес? Да к тому же сам повелитель ветров, тот самый, что одним махом разбросал 100 тысяч добродетелей по всей сети духовного общения. Однако, если все же поразмыслить как следует, ничего странного в этом не было. Когда заклинательница в белом обронила фразу «ну и куда же они подевались?» Неужели мне придется вылавливать и убивать их по одному? Сэлянь подумал, что ничего хорошего эти слова им не сулят, но в действительности они в словах девушки могли означать совсем не путников, возможно, она имела в виду воинов Баньюэ. Но Сэлянь, подверженный предрассудкам, в каждом слове и действии незнакомки видел недобрый замысел. К небожителю, который одним движением раздает 100 тысяч добродетелей, Сэлянь неизбежно проникся необъяснимым почтением. Он обратился к Нань Фэну. «Почему ты раньше не сказал мне, что это повелитель ветров? Я даже подозревал, что они и есть оборотни змеи и скорпиона, или что-то в этом роде. Вот ведь позор на мою голову». Лицо Нань Фэна слегка потемнело, юноша ответил. «А я откуда знал, что это повелитель ветров? Я никогда раньше не видел такого повелителя ветров, ведь очевидно, что повелитель ветров всегда забудь». Сэлянь догадался, что скорее всего повелитель ветров набросила на себя личину, и не стал вдаваться в подробности. Вместо этого произнес, но что привело в крепость Банью ее превосходительство? Нань Фэн ответил, решили оказать помощь. Прогуливаясь по городу, они искали воинов Баньюэ. Сэлянь сразу вспомнил, что когда он в первый раз задал вопрос относительно крепости Баньюэ в сети духовного общения, посреди неловкого молчания повелитель ветров вдруг даровала всем 100 тысяч добродетелей, чем отвлекла внимание небожителей. Вполне возможно, именно тогда она и обратила внимание на то, о чем спрашивал Сэлянь. И пока он размышлял об этом, повелитель ветров присела перед стоящим на коленях Пэйсу и произнесла. «Ся Пэй, я слышала все, о чем вы говорили». Пэйсу опустил голову. Повелитель ветров продолжала.
ты признаешь, что именно ты заманивал путников в древний город Баньюэ последние 200 лет. Будучи пойманным на месте преступления, Пэйсу не отрицал вину и тихо ответил. Это был я. Повелитель ветров спросила, почему? Помолчав, Пэйсу ответил. Вы ведь давно меня подозревали, ваше превосходительство. Разве могли вы не догадаться, почему? Повелитель ветров произнесла, все потому, что эти погибшие души являлись неоспоримым доказательством, что при жизни ты запятнал руки кровью, и потому однажды могли стать препятствием твоего продвижения на ступень выше. Пэйсу ушел от ответа, а Сэлянь, который слушал их разговор, не выдержал и вмешался. Но если они так мешали тебе, почему ты просто не убил их? Почему непременно нужно было успокаивать их темную сущность, подкармливая души плотью живых людей? Это ведь все равно что, желая утолить голод или жажду одного человека, кормить его кровью и плотью другого человека, разницы никакой. Сань Лан ответил принцу, он не мог, а ведь верно. За каждым действием, каждым поступком такого небожителя, как Пэйсу в чертогах верхних небес следят бесчисленные пары глаз. Многие вещи нельзя совершить напрямую. К примеру, нельзя было самому лично спуститься на землю и просто-напросто уничтожить все озлобленные души воинов Баньюэ, также нельзя было отправить для этой цели отряд подчиненных. Дело первоначально требовало осторожности, чтобы никто не прознал о нем, а любое слишком заметное движение могло привлечь всеобщее внимание. Самое большее, можно было незаметно послать в мир людей своего двойника, такого как Аджао. При помощи скорпионовых змей, с которыми легко управлялась Баньюэ, он отравлял людей и заманивал их, отдавая на съедение озлобленным духам, чтобы их темная энергия рассеялась. Вне всякого сомнения, идеальный способ вершить грязные дела чужими руками. Повелитель ветров заметила, твой генерал Пэй никогда бы не пошел на такое. В этот раз, боюсь, ты перегнул палку. Будучи небожителем верхних небес, Пэйсу послал двойника, который вершил бесчинство в крепости Баньюэ целых 200 лет, заманивал множество путников на неверный путь, чтобы они распрощались с жизнью в качестве пищи для воинов Баньюэ. Что ни говори, а подобное нельзя было назвать мелким проступком. Пэйсу, уронив голову на грудь, произнес. Младший все понял. Повелитель ветров взмахнула метелкой и ответила. Хорошо, что ты понял. Приведи в порядок свои мысли, продолжим этот разговор наверху. Пэйсу тихо проговорил. Слушаюсь. Повелитель ветров, закончив наставление, заправила метелку за ворот платья сзади, поднялась и вновь с улыбкой кивнула Сэлиню, сложив руки в знак почтения. «Ваше Высочество наследный принц, наслышано о вас, наслышано». Это уже можно было считать официальным приветствием. Для Сэляня фраза «наслышан о вас» не означала ничего хорошего. Но все же это была лишь формальная вежливость, и принц с улыбкой произнес. «Ну что вы, что вы. Это я наслышан о вас, ваше превосходительство повелитель ветров». Повелитель ветров ответила, «Прошу извинить меня за то происшествие». Сэлянь удивленно замер, затем спросил, «За то происшествие? Какое происшествие? Повелитель ветров, вы ведь попали в песчаную бурю в пустыне по дороге сюда». Сэлянь немедленно вспомнил, и даже смутно ощутил, будто на зубах все еще скрипит песок. «Ах, да, повелитель ветров, это я призвала ветер, повелитель ветров». Таким образом я намеревалась не позволить вам приблизиться к государству Баньюэ, но вопреки моим ожиданиям вас не унесло прочь, какими-то извилистыми путями вы все же добрались сюда. Сэлиню ее слова казались все более странными. Она подняла ветер, чтобы не дать им найти крепость Баньюэ, а теперь появилась столь внезапно. Что все это значило? Потому принц замолчал в ожидании объяснений, не продолжая разговора. Повелитель ветров добавила. Впрочем, что касается данного недоразумения, ваше высочество наследный принц, вам все же не следует больше вмешиваться в процесс его разрешения. Сэлянь взглянул на свернувшуюся калачиком на земле Баньюэ, и в его сердце мелькнуло нехорошее предчувствие. Он с самого начала волновался, что когда информация дойдет до верхних небес, небожители по своему усмотрению где-то прибавят пару слов, где-то не договорят, перевернут все доказательства с ног на голову, и в итоге выйдет, что младший Пэй невиновен, а вместо него осудят Баньюэ.
И вот теперь, когда вмешавшаяся на середине расследования повелитель ветров попросила Сэляня не лезть не в свое дело, разве мог он не заподозрить, что она лишь покрывает младшего Пэя? Потому Сэлянь, без каких-либо эмоций на лице, сделал шаг вперед и закрыл собой Бань Юэ. Затем мягко произнес: «Но я уже окончательно влез в это дело, и теперь советы не вмешиваться не возымеют никакого действия». Повелитель ветров улыбнулась и ответила: «Вы можете быть совершенно спокойны. И можете забрать с собой советника Баньюэ». Вот это уже выходило за рамки ожиданий Сэляня. Он на мгновение оторопел, повелитель ветров же добавила: «Что касается всего случившегося, мы только что все слышали сверху. Несмотря на то, что советник Баньюэ достигла ранга свирепой, мы, осматривая город, увидели, как она заперла воинов Баньюэ в своем магическом поле, затем отпустила простых смертных, которых они схватили. Она не только никому не навредила, но даже спасла чужие жизни. Мы заберем лишь младшего генерала Пэя и Кэмо. Не стоит волноваться, что мы повесим на кого-то чужую вину». Сэлянь со спокойным сердцем ответил: «Какой стыд! Я уж было выдумал невесть что». Повелитель ветров ответила: «Ваша обеспокоенность вполне нормальна, все же многие нравы верхних небес действительно оставляют желать лучшего». Заклинательница в черных одеждах рядом с ней, будто не в состоянии вынести того факта, что ей придется задержаться здесь еще хоть на секунду дольше, произнесла: «Вы договорили или нет? Если да, то пойдем отсюда». Повелитель ветров окликнула ее: «Эй, куда ты спешишь? Чем больше ты торопишься, тем больше я говорю». Она ответила так, но при этом все же развернулась, вынула из-за пояса сложенный веер и произнесла: «Ваше Высочество, наследный принц, если больше вопросов ко мне нет, увидимся с вами на верхних небесах». Сэлянь кивнул в ответ, и повелитель ветров раскрыла веер. Поперек лицевой стороны веера оказался написан иероглиф «Ветер», на обратной изображены 3 потока свежего воздуха. По всей видимости, то был магический артефакт божества, управляющего ветрами. Повелитель трижды обмахнулась одной стороной веера, затем трижды другой. В тот же миг на ровном месте поднялся сильнейший ураган. Ветер свистел так, что вздымал песок и мелкие камни, застилая глаза. Сэлянь прикрылся рукавами, а когда все стихло, обе девушки, а с ними Пэйсу и Кэмо, исчезли. Остались лишь Сэлянь, Цань Лан, Нань Фэн, да еще съежившаяся на земле Бань Юэ. Опустив рукава, Сэлянь обескураженно спросил: «Что все это означает?» Цань Лан непринужденной походкой приблизился к нему. «Это означает, что все хорошо закончилось». Сэлянь, посмотрев на юношу, спросил: «Хорошо ли, Цань Лан?» «В высшей степени. Просьбой не соваться в это дело повелитель ветров оказала тебе услугу». Нань Фэн тоже подошел и согласился. «Верно, ты и так уже слишком далеко зашел, далее остается лишь отправиться к владыке и подать жалобу. И в этом тебе лучше не принимать участие». Сэлянь осенила: «Из-за генерала Пэя». Нань Фэн подтвердил: «Именно. На этот раз, можно сказать, ты окончательно навлек на себя его недовольство». Сэлянь с улыбкой произнес: «В любом случае, я давно подозревал, что навлеку на себя гнев как минимум одного небожителя, не все ли равно, чей именно». Нань Фэн, нахмурившись, заметил: «Не думай, что я шучу. Помимо дворца Шэню, наибольшим влиянием среди богов войны обладает дворец Мингуана. Генерал Пэй весьма ценит младшего генерала, он всегда хотел сделать так, чтобы Пэйсу сместил с должности Цуань Иджэня. Наверняка он еще принесет тебе неприятностей. Сэлянь, Цуань Иджэнь – это бог войны западных земель, о котором ты упоминал». Нань Фэн, именно он, Цуань Иджэнь, небожитель из новых, вознесся почти в одно время с Пэйсу, пока еще очень молод, и по характеру немного, но тоже весьма силен. Генерал Пэй умышленно наставлял Пэйсу, чтобы тот переманивал всех последователей Цуань Иджэня на западе, и Пэйсу проявил немалую напористость в этом поручении. В последние годы дела у него шли неплохо, а теперь ты наделал такого шума, что, боюсь, Пэйсу не сдобровать. Возможно, его даже не свергнут. Но если это в самом деле случится, тогда и ты хорошего не жди».
Сэлянь размял точку между бровей и про себя решил впоследствии быть осторожнее во время принятия пищи, питья воды, а также направляясь куда-либо. Сань Лан же словно не воспринял предостережение всерьез. Нет нужды беспокоиться об этом. Пэймин по своей натуре слишком высокомерен, чтобы пойти на коварство. Нань Фэн бросил на юношу взгляд, а Сэлянь спросил: «А что насчет повелителя ветров?» Она просила не вмешиваться. Значит ли это, что она сама отправится с докладом к владыке? В таком случае, разве гнев генерала Пэя не обрушится на нее вместо меня? Нет уж, лучше отозвать ее обратно. Нань Фэн, тебе известен пароль для личной связи с ее превосходительством. Нань Фэн возразил: не стоит беспокоиться за повелителя ветров. Генерал Пэй посмел бы взяться за тебя, а вот ее никогда бы не тронул. Пускай она и моложе, чем ты, все же положение ее гораздо завиднее твоего. Сэлянь замолчал, но не потому, что для него эти слова прозвучали ударом. Просто принц подумал, неужели среди небожителей верхних небес есть хоть кто-то, чье положение не завиднее моего? Да быть такого не может. Сань Лан усмехнулся. За спиной повелителя ветров стоит могущественный покровитель, разумеется, дела у нее идут отлично. Сэлянь, ты имеешь в виду ту девушку в черных одеждах? На мой взгляд, она тоже личность непростая. Сань Лан ответил: нет, но девушка в черном действительно не так проста. Возможно, она тоже одна из повелителей 5 стихий. Ветров, вод, дождя, земли и грома. Не советую ссориться с ней. Раз повелитель ветров могла на ровном месте поднять песчаный смерч, наверняка она обладала недюжинной магической силой. А девушка в черном, очевидно, даже немного превосходила ее в этом. Сэлиню непрестанно казалось, что девушке что-то в Сань Лане показалось странным. Но сейчас ситуация не располагала к обсуждению, и он просто ответил: «Я согласен с тобой». Однако еще одну фразу он произнес про себя, поскольку решил, что не стоит высказывать это вслух. Величественный покровитель вовсе не гарантирует, что дела твои всегда будут идти замечательно. Следует припомнить хотя бы те времена, когда за наследным принцем Синьлы стоял первый тысячелетний бог войны 3 миров. Цзюньву, но разве ему удалось сохранить то самое завидное положение? Сэлянь поднял с земли упавшую даоли, похлопал по ней, стряхивая пыль, убедился, что шляпа не расплющилась, и облегченно вздохнул. Вновь сдвинув шляпу на спину, принц оценивающе оглядел Нань Фэна и спросил: «Неужели, когда 2 превосходительства погнались за тобой, вы всю дорогу сражались?» Нань Фэн с потемневшим лицом ответил: «Да, сражались всю дорогу». Сэлянь похлопал его по плечу. «Вот уж действительно, нелегко тебе пришлось». Договорив, он вдруг вспомнил, что был еще кое-кто, кому пришлось так же нелегко, и огляделся по сторонам, вопрошая: «А где Фуя, Нань Фэн? Разве он не остался присматривать за ранеными?» Слова эти подразумевали, что с тех пор, как ветер вынес их из ямы грешников наружу, Нань Фэн не видел Фуя. На самом деле, как только перед ними появился Аджао, Сэлянь как-то не заметил, куда Фуя запропастился. Если он не сбежал куда-то уже тогда, значит скрылся в момент, когда налетел ураган. Впрочем, Сэлянь не слишком беспокоился о нем. Возможно, Фуя просто не желал впутываться в излишние неприятности и поскорее скрылся. Однако, услышав фразу Нань Фэна о раненых, принц словно пробудился ото сна, одновременно с Нань Фэном они воскликнули: «Трава Шань Юэ!» Сань Лан успокоил: «Не спеши, небо едва просветлело». И, тем не менее, во всем, что касалось спасения чужих жизней, невозможно было не спешить. Даже если 24 часа еще не истекли, кто знает, не случится ли в дороге еще что-то непредвиденное. Так что Сэлянь поднял с земли Бань Юэ, усадил к себе на спину и бегом направился к дворцу государя. Оказавшись там, он снова положил девушку на землю и сразу же надергал несколько больших пучков травы Шань Юэ. Существо из земли все еще лежало возле дворца, от него осталась лишь груда белых костей и кровавое месиво вместо лица. В прошлом Сэлянь, возможно, мимоходом, но, во-первых, принц торопился спасти жизнь человеку, а во-вторых, это лицо ведь и так пролежало в земле больше 50 лет, наверняка оно не хотело бы туда возвратиться.
Вот только труп несчастного торговца исчез, что показалось Селиню очень странным, поэтому принц остановился. В этот момент Сань Лан вышел из дворца, неся в руках небольшой глиняный сосуд. Селянь, взглянув на сосуд, воскликнул. «Отлично, Сань Лан, спасибо тебе». Бань Юй сейчас была слишком слаба и все еще не приходила в себя, поэтому Селянь поместил душу девушки в глиняный сосуд. Путники, насобирав травы, наконец отправились в обратный путь. С момента, как они повстречали скорпионовых змей, прошло всего 8 часов. Добравшись до места, где Фуя начертил торговцам круг, они все же обнаружили нескольких человек, которые послушно оставались внутри, не решаясь бродить где вздумается. Раненый старик, которому Нань Фэн дал снадобье, держался довольно неплохо. А приложив к ране и употребив внутрь траву Шань Юэ, он сможет продолжить путь, немного передохнув. Только Селянь все же решил не рассказывать старику, что послужило удобрением для противоядия. Спустя некоторое время пришедшие в себя люди начали взволнованно спрашивать: «А где же Тянь Шэн? Почему он и остальные до сих пор не возвратились?» Ранее Селянь так спешил нарвать травы и поскорее помочь раненому, что не успел позаботиться о Тяньшине и остальных, ведь в древнем городе не осталось ни одного воина Баньюэ. Уже собравшись отправиться на поиски, принц услышал громкие крики юноши, который бежал к ним. Обернувшись, Селянь увидел Тяньшена. Тот сжимал в руке охапку травы Шань Юэ, а за ним, сбивая дыхание, бежали еще двое торговцев. Лишь как следует расспросив их, принц узнал: после того, как Бань Юэ сбросила в яму грешников отряд воинов, она забрала Тяньшена и остальных с собой со стены. Перепуганные до полусмерти торговцы и представить не могли, что Бань Юэ, спустив их вниз, укажет дорогу и отпустит восвояси. Избежав ужасной участи, люди ринулись на поиски травы Шань Юэ, затем закопали тело того несчастного и что есть мочи бросились на утек. Тем не менее, они оказались чуть медленнее, чем Селянь и его спутники. В конце концов, проводив караван через пустыню, они наконец посчитали свой поход завершенным. И все же в момент расставания Тянь Шэн украдкой подбежал к принцу и заговорщически произнес: «Гигэ, я кое-что у тебя спрошу». «Селянь, спрашивай. Тянь Шэн, ты ведь на самом деле бессмертный небожитель». Селянь ощутил легкое потрясение, но в то же время и растрогался. В жизни принца был период, когда он часто во всеуслышание объявлял себя небожителем, называл себя его высочеством наследным принцем, но никто ему не верил. В этот раз он даже рта не раскрыл, как его спросили, не бессмертный ли он небожитель. Что не на шутку и удивило, и тронуло Селяня. Тянь Шэн тут же добавил: «Я видел, как ты применял магическое искусство. Не волнуйся, я никому не расскажу». Селянь подумал: как бы тебе сказать, даже если ты кому-то расскажешь, все равно никто не поверит. Тянь Шэн продолжил: «Теперь мы все обязаны тебе жизнью, иначе эти черные как смоль призрачные воины сбросили бы нас в эту яму. Когда вернусь домой, построю храм в твою честь, где будут поклоняться только тебе». Глядя, как юноша ударил себя в грудь и изобразил жест, означающий большой прибольшой, Селянь не удержался от улыбки и с радостью в голосе произнес: «В таком случае, прими мою благодарность». Сань Лан, стоявший рядом с принцем, почему-то тоже мягко усмехнулся. Селиню, однако, это не показалось насмешкой над словами мальчишки, который еще не понимал, насколько небо высоко, а земля огромна. Конечно, мальчик даже не представлял себе, насколько это сложное дело — возвести целый храм. И все же Селянь, услышав его обещание, очень обрадовался, и неважно, будет ли оно исполнено. Поддавшись на неотступные уговоры, принц наобум оставил юноше свой титул «Мусорное божество», после чего махнул рукой в знак прощания и направился в другую сторону. Нань Фэн вновь открыл врата сжатия тысячи ли и вернул их в монастырь водных каштанов. Открыв дверь, Селянь достал циновку, расстелил на земле и улегся на нее, подобно мертвецу. Все это он проделал одним махом. Сань Лан тоже присел рядом и посмотрел на принца, подпирая щеку. Селянь вздохнул и спросил: «Как долго мы отсутствовали?» Сань Лан ответил: «В целом 3-4 дня». Селянь вздохнул опять: «Всего-то 3-4 дня. Почему же я столь сильно утомился?»
С момента Вознесения он частенько уставал как собака, и это не было иллюзией. Закончив вздыхать, принц поднял голову и обратился к Наньфену. «Эй, Наньфен, почему ты до сих пор не возвратился на небеса с докладом?» «Наньфен, каким докладом? Сэлянь, ты разве не служишь во дворце Наньяна? Ты ведь отсутствовал несколько дней, твой генерал не станет тебя искать». Наньфен ответил: «В настоящее время мой генерал не у себя во дворце, он не станет мной интересоваться». Сэлянь поднялся с пола и произнес: «Хорошо, что ты можешь остаться, так даже лучше». «Наньфен, что ты собираешься делать?» Сэлянь доброжелательно ответил: «Я приготовлю тебе поесть. В награду за труды». Услышав ответ, Наньфен моментально изменился в лице. Он поднял руку, приложил 2 пальца к виску, словно получил чье-то сообщение через духовную сеть, поднялся и произнес: «Во дворце появились дела, вынужден откланяться». Сэлянь протянул к нему руку со словами: «Ох, Наньфен, не уходи. Какие еще внезапные дела? Я ведь на самом деле очень благодарен тебе». Наньфен гаркнул: «У меня правда срочные дела». Увидев, как дух вылетел за дверь, Сэлянь вернулся на циновку и сказал Сань Лану: «Видимо, он не голоден». Сань Лан еще ничего не ответил, как вдруг раздался стук, бум, и Наньфен ворвался обратно. Остановившись в дверях, он выпалил: «Вы двое?» Сэлянь, сидя в рядок с юношей на циновке, посмотрел на Наньфена и спросил: «Мы двое, что?» Наньфен ткнул пальцем в Сань Лана, потом в Сэляня, долго не в силах ничего сказать, затем бросил: «Я еще вернусь». Наградив юношу еще одним взглядом, он закрыл дверь и ушел. Сэлянь, скрестив руки на груди, склонил голову в точности так, как это обычно делал Сань Лан, и заметил: «Кажется, у него правда что-то случилось». Затем принц перевел взгляд на юношу, мягко улыбнулся и спросил: «Он не голоден, а ты?» Сань Лан ответил с такой же улыбкой: «Я проголодался». Сэлянь, все так же улыбаясь, снова поднялся и повернулся к юноше спиной, прибираясь на столе для подношений. Раздался его голос: «Ну хорошо, так что бы ты хотел съесть, Хуачен?» За его спиной воцарилась тишина, затем послышался тихий смешок. «Мне все-таки больше нравится обращение Сань Лан.